Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке я покажу, как связать данный топ. Вы можете его связать коротким, либо длинным на ваше усмотрение. Я вяжу его из пряжи Lana Gatta Cable 5. 50 грамм, 175 метров. Вы можете использовать любую пряжу на ваше усмотрение. Также крючок 2 мм, ножницы и вот такую эластомерную нить. У меня в данном случае 0,6 мм, но вы можете взять и 0,5. Можно взять цветом под топ, есть прозрачная. У меня была розовая, но ее совсем не видно в пряже, когда мы будем прошивать. Также для подклада вы можете использовать эластичную трикотажную сетку бежевым цветом. Если у вас попадется буквально тон в тон похожая, можно пришить ее под топ, чтобы не просвечивался с передней части. Но я ничего не прошивала, вы также это делаете на свое усмотрение. Также расход пряжи у меня был на данный топ 4 мотка. Его размеры: 21 сантиметр в длину и 47 сантиметров в ширину. И лямки по 16 сантиметров каждая. Вы можете лямки сделать либо длиннее, либо короче, но с учетом того, что часть вот эта, которая будет идти под подмышкой, вам нужно будет вязать большее количество петель, если лямки будут короче. Но вы можете также связать их уже, чтобы это прям получилось как топ. Я связала такой, можно сказать, полутоп, полумайка. Если у вас есть желание, вы можете финансово поддержать мой канал. Это очень поможет ему в развитии, и я смогу снимать больше видео. Ссылки для доната в описании под видео. Приступим к вязанию. Начинаем мы вязание майки с 2 лямок. У меня длина майки 16 сантиметров, ширина 5,5. Раппорт узора очень простой. Нам необходимо набрать 19 воздушных петель и 1 петлю подъема. Набрали 19 петель и не забываем про петлю подъема. Вытягиваем ее чуть посильнее, делаем накид. Вот. И во вторую петлю мы провязываем столбик с накидом. Далее отступаем 1, 2, в третью косичку мы провязываем 3 столбика с накидом. Делаем накид, заводим крючок, выводим нить, делаем накид, провязываем 2 петли на крючке, еще раз накид и провязываем 2 петли на крючке. Таким же образом мы провязываем еще 2 столбика с накидом и третий. Снова отступаем 1, 2, 2 косички, в третью провязываем 3 столбика с накидом. Снова отступаем 1, 2 и в третью косичку 3 столбика с накидом. Так мы провязываем до конца ряда. Только первая и последняя петля у нас там по 1 столбику с накидом. И здесь у нас был последний столбик.
В него мы провязали 1 столбик с накидом. Делаем воздушную петлю, переворачиваем, провязываем вот где вот у нас 1 столбик с накидом, вот она его косичка, под нее мы провязываем 1 столбик с накидом. Делаем накид. Смотрим, вот они наши 3 столбика с накидом. Ищем тот, который посерединке, и под его косичку, вот она, мы провязываем 3 столбика с накидом. Далее вяжем также наши следующие 3 столбика. Вот он, который посерединке. Под его косичку мы провязываем 3 столбика с накидом. Дальше вяжем также. Следующий. И последний, где у нас был 1 столбик с накидом, туда мы провязываем также 1 столбик с накидом. Делаем воздушную петлю и переворачиваем. Всегда начинается и заканчивается ряд у нас одинаково. Воздушную петлю вытягиваю чуть посильнее, делаю накид и под косичку, которая от столбика с накидом одиночного, я провязываю 1 столбик с накидом. Далее вяжем также серединка из 3 столбиков, в него провязываем. Всегда у нас 3 столбика, кроме того, как по бокам по одному, и всегда тот, который в серединке, мы под его косичку провязываем 3 столбика. Это наш раппорт узора. Таким образом мы провязываем всю нашу длину лямок. Моя длина 16 сантиметров. В зависимости от того, из какой пряжи вы вяжете, вы подбираете крючок под свою плотность. Можно связать, если у вас есть желание, чуть подлиннее, и либо лямки покороче. То тогда, когда мы будем набирать цепочку из воздушных петель для подмышек, которые будут уходить, там уже нужно будет вам набрать больше воздушных петель, чтобы у вас потом можно было хорошо сшить детали и ничего не давило. И далее самостоятельно провязываете нужную вам длину. Первое и последнее не забываем по одному столбику. Я провязала 2 лямки. У обоих лямок необходимо обрезать нити. Здесь я уже спрятала. Здесь мы также обрезаем у второй. Вытягиваю, рассоединяю ниточки и завязываю в узелок. И прячем нашу ниточку между столбиков аккуратно. Завожу иголкой. Вывожу, завязываю еще в узелок, после чего еще немного прячу
и потом обрезаю. Также распечатала для вас раппорт узора. Вы можете сейчас сделать скрин и сохранить, если вам удобно, вязать будет по схеме. Только не забывайте, что первую и последние столбики мы вяжем по одному столбику с накидом, а не по 3. А остальные, все, что в центре, мы вяжем 3 столбика с накидом. Теперь мы приступаем к сшиванию наших лямок. Все достаточно просто. Нам сейчас необходимо набрать цепочку из воздушных петель, которая будет идти под подмышкой. В моем случае это 27 воздушных петель. Если вы вяжете из другой пряжи, то очень легко понять, сколько нужно вам. Вы просто прикладываете лямочку, либо одеваете еще футболку и смотрите, где на ней шов. И до этого шва необходимо, чтобы наша цепочка из воздушных петель дотягивалась. Далее эта цепочка из воздушных петель должна ровно делиться на 3. То есть в зависимости от вашего размера, да, вы делаете, как вам удобно. У меня будет это достаточно таки, я хочу, чтобы было свободно, чтобы ничего не тянуло. Поэтому у меня 27 воздушных петель. Теперь мы делаем накид и провязываем под первую воздушную петлю столбик с накидом и вяжем по нашей схеме три столбика с накидом в серединку столбиков с прошлого ряда. Провязали ряд. Теперь нам необходимо провязать цепочку из воздушных петель, с помощью которой мы соединим к другой лямке. В моем случае это 47 воздушных петель, мой размер М, обхват груди 90-91 сантиметр. Вы ориентируетесь на себя, вяжете также под свой размер, связав цепочку из воздушных петель, прикладываете на себя вместе с двумя лямками, положив на плечи, и смотрите, хватает ли вам или нет, довязываете либо распускаете. То есть тут достаточно просто сориентироваться под себя, под ваш размер. Также при замере лямок вы кладете лямки на плечи и смотрите, достаточно ли вам так столько воздушных петель или нет. То есть чтобы лямки находились на том расстоянии, на котором вам нужно, либо шире, либо уже. Тут уже все зависит на ваш вкус. И присоединяем таким же способом. Делаем накид под первую косичку и столбик с накидом. И как обычно. И вяжем таким же способом вторую часть, которая будет идти под подмышкой. Необходимо набрать также 27 воздушных петель и развернуться и начать вязание по нашему раппорту узора. Провязали ряд по цепочке из воздушных петель. Третий наш столбик это по лямке идет уже. И сюда мы уже провязываем 3 столбика. Так как это уже наша не последняя петля ряда, теперь у нас по одному столбику будет только вот в этих местах, здесь и с противоположной стороны. И провязываем также по нашей лямке. Также идем узором по цепочке из воздушных петель, по следующей лямке и по цепочке. И потом разворачиваемся. Провязали наш первый ряд основания нашего топа. Можете на этом этапе еще раз приложить лямки на плечи, посмотреть ширину между лямками, как
вот эти вот наши боковые стороны ложатся? Все ли вас устраивает? Чтобы на этом этапе уже можно было перевязать, пока связано не так уж и много. Также хочу напомнить, что здесь мы провязали по 3 столбика, где у нас был 1 столбик с накидом, мы провязали везде по 3 столбика с накидом, но в конце мы также оставляем по 1 столбику с накидом и также начинаем с 1 столбика с накидом. В конце каждого ряда не забываем делать воздушную петлю, вяжем мы поворотными рядами, делаем воздушную петлю, поворачиваем, вяжем по нашему раппорту и так далее до нужной вам длины. Моя первая часть майки готова. Так все это выглядит. Сейчас делаем замеры. Получилось почти 21 сантиметр и в ширину 46. Таким же способом теперь вяжется и вторая часть. Набираем, сначала вяжем лямки, 19 воздушных петель плюс 1 петля подъема, вяжем 2 лямки, набираем боковую часть, которая будет идти под подмышкой, это 27 воздушных петель в моем случае. Далее мы набираем 47 воздушных петель и боковая часть также 27. И таким же способом мы присоединяем нашу цепочку из воздушных петель, как и с первой частью. Вы можете вернуться назад и посмотреть. И продолжаем вязать вторую часть, и после этого будем сшивать майку. Провязали 2 стороны нашего топа, все нитки лишние спрятали и обрезали. И только у одной части нашего топа мы не обрезаем нить, а оставляем ее от мотка. Она нам пригодится для сшивания нашего топа. Сшивать мы детали будем с изнаночной стороны. Положите так, вот допустим, у меня с изнанки где-то видно, где торчат кончики. И, естественно, я не хочу, чтобы их было с лицевой стороны видно, поэтому сшиваю сейчас так, чтобы потом майку перевернуть, и они будут спрятаны. Далее заводим крючок сейчас в первое наше отверстие и во второе с противоположной стороны. Наш хвостик вытягиваем и провязываем столбик без накида. В это же место провязываем еще 1 столбик без накида. Немного их сдвигаем. Идем дальше. Здесь у нас снова отверстие. Провязываем в них тоже по 2 столбика без накида. В каждое такое большое отверстие нам необходимо провязывать по 2 столбика без накида. Внимательно смотрим, чтобы с противоположной стороны мы вводили крючок тоже в это же отверстие. И сшиваем вот так до вот этого места. То есть наша боковая часть, мы ее сшиваем, вот это место мы не трогаем. После того, как сшили боковую сторону, перешли на место, которое будет идти под подмышками, мы его сейчас будем обвязывать. Делаем накид, заводим крючок под вот эти вот верхние косички, тут у нас и есть. И провязываем полустолбик с накидом. Далее идем под следующую. И таким образом мы делаем нашу обвязку до вершины нашей майки.
лямки вот до этого места. И далее будем лямки сшивать. И до вершины лямки. И таким же способом мы сейчас заводим крючок вот в первое отверстие. В первое отверстие у противоположной лямки. Выводим и провязываем столбик без накида. И так мы вяжем до конца лямки. Потом делаем такую же обвязку по нашей горловине, так скажем. Идем потом по лямке, сшиваем также лямки, спускаемся, делаем обвязку здесь, пришиваем другую сторону боковой детали, закрепляем нить и обрезаем ее, после чего будем приступать к обвязке другой стороны. Сейчас приступаем к обвязке противоположной стороны, где у нас лямки, горловина. Также с изнаночной стороны приступаем к обвязке. Оставляем небольшой хвостик, который мы сейчас вяжем и тем самым закрепим. Находим здесь вот первое отверстие, провязываем столбик без накида сюда. А далее последующие столбики мы вяжем, как и до этого, полустолбики с накидом. Тут все подтягиваем, хвостик проложим вдоль нашего ряда. И таким образом мы обвязываем лямку, горловину и следующую лямку. После того, как обвяжете это, нужно будет приступить к обвязке вот этих мест. Я уже обвязала. Обвязываются они также по такому же принципу. Берем новую нить, вдоль ряда ее ввязываем вот здесь, закрепляем, провязываем вот здесь, нить обрезаем, делаем узелок, немного продеваем вдоль ряда и обрезаем. Также и здесь с другой стороны все делаем то же самое. И когда закончите обвязку горловины и лямок, тоже нить необходимо будет закрепить. Теперь берем эластомерную нить, отмеряем где-то 3 метра, мне понадобилось на мой размер, вдеваем в иголку и также с изнаночной стороны мы ее будем продевать. Сейчас в начале ее необходимо будет хорошо закрепить. Вдеваем между нашей обвязки, где были полустолбики с накидом. И ее сейчас в начале необходимо провести на 2 где-то сантиметра вперед. Оставляем тут небольшой только кончик. Я проведу еще немного вперед. Теперь возвращаюсь назад. На 1 сантиметр.
Сейчас мы это делаем для того, чтобы пряжа в этих местах не растягивалась и не топорщилась во время носки. Проведу еще немного вперед и потом снова возвращаюсь назад. Таким образом мы сейчас закрепим нашу нить, чтобы она во время носки не вылезла. Еще раз назад. И потом последний раз еще раз проведем. И далее уже будем протягивать нашу нить просто без всяких закрепов по прямой. Возвращаемся снова. И теперь по нашей спинке, по нашим лямкам, по передней части мы будем ввести нашу нить. И в конце ее необходимо будет также закрепить таким же образом, вводя ее вперед-назад раза 3-4. Потом вот эти кончики нужно будет обрезать. Вот и готов полностью топ. Спасибо за просмотр, спасибо за то, что вяжете по моим видео. И в последнем кадре я покажу, как этот топ сидит на мне. Он получился достаточно свободный в этих местах. Если вы хотите более приталенного силуэта, вам вот эти вот петли, которые идут боковые, необходимо связать немного меньше петель. И не забывайте, что петли, которые идут в середине и по бокам, должны делиться на 3. И петли, которые мы набираем в середине, число должно делиться на 3, но от этого числа отнимите еще -1 столбик и провяжите. Спасибо за просмотр.